Всем привет! Меня зовут Анастасия, и сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие по виноградникам Франчакорте. Добро пожаловать! Первый городок в моем маршрутном листе – Падерно Франчакорта. Отсюда, от церкви Святого Панкратия, я начинаю мое маленькое путешествие. Обожаю, когда уделяют внимание деталям. Даже парковка возле церкви не стандартная металлическая, а вот такая необычная. Как там было в «Волшебнике страны Оз»? Следуйте по дороге из желтого кирпича? Моя же дорога красного цвета. Конечно же, ради красивых мест я готова свернуть с удобной велодорожки и двигаться хоть по камням, хоть по траве. Исторический центр городка – это каменный замок с готическими окнами и небольшая церковь XVI века, встроенная прямо в стену. А с этой открытой площади можно понять, каков размер исторической цитадели города. Вот такими компактными были раньше поселения. На этой плантации виноград уже убран. Остались лишь небольшие, случайно забытые грозди. Те гроздья, что остались висеть на лозе, совсем крошечные, но необычайно сладкие. А вот здесь виноград еще не убрали. Но в течение этой и следующей недели, то есть к середине сентября, процесс сбора в этом регионе будет полностью завершен. Виноделие в этом регионе известно с давних времен. Еще древние кельты выращивали здесь виноград. Позднее, в средние века, здесь поселились монахи-бенедиктинцы. Они имели особый статус и были освобождены от податей. Именно от названия их поселений произошло современное название региона – Франчакорта. Но знаменитым и популярным этот регион стал относительно недавно. С 60-х годов прошлого века здесь начали развивать направление игристых вин. Некоторые сравнивают их с французским шампанским. Но большинство итальянцев убеждены, Франчакорта намного лучше. В отличие от большинства итальянских вин, называемых спуманте, то есть пенящиеся, игристые вина Франчакорте называют болличини, то есть пузырящиеся.
Франчакорта– это относительно небольшая холмистая область, занимающая всего 18 тысяч гектаров земли, 1500 из которых занимают виноградники, принадлежащие 200 различным производителям. Геологически эта область сформирована огромным ледником, пришедшим сюда из долины Валькамоника. Именно этим обусловлен богатый минералами плодородный слой почвы, что позволило так активно развивать виноградство в этом регионе. А для таких путешественников, как я, было создано несколько кольцевых веломаршрутов. Они различаются по цветам и были сформированы по принципу вин, которые производятся на данной территории. Например, сейчас я двигаюсь по Белому пути. Здесь преимущественно выращивают виноград для Франчакорта Меллизимато. Также во Франчакорте большое количество красивых старинных замков. Их можно арендовать на какие-то крупные мероприятия или для свадьбы. Например, этот замок Пассерано XI века. Также для виноградников здесь идеальный климат. Очень жаркое лето и зима относительно теплая, в отличие от других субальпийских зон. Ветра же, дующие с горы от озера Изео, обеспечивают продуваемость, что в свою очередь не дает задерживаться туманом. А в туманах и высокой влажности развиваются различные болезни и вредители, которые портят виноградники. Зона Франчакорта имеет высший винный статус и маркируется буквами ДОКГ. Согласно этим требованиям, в виноградниках Франчакорта должны соблюдаться множество условий. Например, виноградники не должны располагаться выше 500 метров над уровнем моря, а урожайность их не должна превышать 10 тонн с гектара. Также весь виноград собирается вручную, а вторичная ферментация вина в бутылках должна начаться не ранее февраля следующего за сбором урожая года. Посещение виноделин для экскурсий и дегустации следует планировать заранее и бронировать, иначе вас встретят вот такие закрытые ворота.
Именно как винодельческую эту зону выделил дож Венецианской республики Франческо Фаскари в 1429 году, ведь в то время эта территория целиком принадлежала Венеции. Торфяной заповедник Сибина, расположенный между Франчакорта и озером Изео, является особой природоохранной зоной. Здесь представлено большое разнообразие флоры и фауны, в том числе редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды. Именно поэтому территория имеет важное значение не только для Ломбардии, но и для всей Италии. Болота и прудики составляют единую экосистему. Посмотрите, какая здесь тишина и умиротворение. К сожалению, монастырь сейчас закрыт, но ничего. В любом случае, сегодня у меня слишком мало времени. Но я чувствую, что я еще не раз вернусь сюда и на велике, и в пешие путешествия. Оказалось, что я ошиблась. Монастырь все еще открыт, просто вход находится с противоположной стороны. Все-таки сентябрь – это самое лучшее время для путешествий.
Даже в качестве уличных кваса используются винные бочки. А это небольшое поселение 15 века. Оно было сформировано вокруг мельницы. О самой же мельнице упоминается в еще более ранних источниках. Первые документы датируются XII веком. А здесь находится Оливитанское аббатство Святого Николая. Его постройка датируется середины XI века. Но после расцвета его постигла участь многих монастырей, практически полное разрушение и забвение. Лишь во второй половине XX века аббатство было полностью отреставрировано и возвращено верующим. Выбор вина на аперитив был несложным. Конечно же, это Франчикорта. Салют. Ну вот, не успела записать прощание на фоне виноградников. Торопилась на поезд. Я получила незабываемое удовольствие от живописных холмов Франчикорта. А впереди меня ждут множество новых путешествий. Поэтому увидимся в следующих видео. Всем пока!